Это программа о вкусной и здоровой пище. А меня зовут Сталик Ханкишиев. Айда тандыр разжигать. Сегодня будем коптить бараньи ребрышки. Об устройстве моего тандыра я рассказывал в недавней программе. А в сегодняшней программе я расскажу о его редких возможностях. Тандыр прогреть до 150 градусов. Больше не надо. Если накрыть тандыр крышкой, то, во-первых, пламя не вырывается из горловины. Во-вторых, он греется гораздо более эффективно. Пламя поработает внутри него, а дым выйдет через трубу. Для первых упражнений с тандыром нет лучше и проще продукта, чем хорошие бараньи ребрышки. Полюбуйтесь, с этой стороны умеренно жирненькие, барашек молоденький, потому что ребрышки тоненькие-тоненькие. Один из моих учителей по кулинарии так говорил: Аллах создал нам барашка для того, чтобы мы его съели. Что ты можешь добавить к барашку после Аллаха? Разве что щепотку соли. Вот это мы сейчас и сделаем. Со стороны хребта, со стороны ребрышек. Ну сколько прилипнет соли, столько и достаточно. Лишнее не прилипнет, не беспокойтесь. А вот с другой стороны, там, где барашек довольно жирный, что делать? Ведь сюда посыпай соль, не посыпай, но она просто скатится с жира, да и все. Да и кроме того, жир довольно медленно пропускает соль. Что же делать? Как же быть? Слушайте дядя Сталика. Дядя Сталик вас плохому не научит. Берете нож, острый нож, и начинаете надрезать. Мясо не режьте, прорезайте только жирок. Через каждые полсантиметра. А потом наискосок, чтобы сеточка на ребрышках получилась как бы ромбиком. И то же самое со второй половинкой. Вот теперь сюда соль не только прилипнет, она и внутрь, к мясу скорее дойдет. Да и жира чуть побольше вытопится, пока баран будет коптиться. Да-да, вы не ослышались, это будет практически горячее копчение бараньих ребрышек. Нанизываем бараньи ребрышки на шампуры. Знаете, чтобы это роскошное мясо не сползло по шампурам, снизу можно насадить картошку. Ох, и повезло же этой картошке. Весь жирок, все мясные соки достанутся именно картошке. Ну вот и все. Разве не красота? Пошли к тандыру. Тандыр топится уже часа 2, но на небольшом количестве дров, на углях. И тандыр нагрет всего лишь навсего до 150 градусов. Наверное, знатоки сейчас мне скажут: тандыр надо натопить, чтобы градусов 300-400. Нет, слушайте меня. Я старше вас, но я все равно слушаю тех, кто умеет готовить лучше меня. А я таких людей видел. Видел, например, на параде еды в Баку. Смотрю, идет женщина, несет таз на голове. Я так заглянул в этот таз. Ого! Там все такое, что я съел бы с удовольствием. Выглядит все очень красиво. Смотрю, эта же самая женщина несет второй таз. Снова поставила его на голову, идет красиво. Стройная такая женщина, хоть и зрелая. А потом пришел ее брат. Большой специалист по приготовлению еды в тандыре из Ленкорани. В Ленкоране, на самом юге Азербайджана, готовят замечательные блюда в тандыре. И спрашиваю я его: Губат Муалим, дорогой, поделись секретом. Как же у тебя, что не курочка, то золото, а не курочка, что не рыбка, то золотая рыбка. Почему у тебя все такое красивое, все так равномерно пропечено? Он говорит: температуру большую не надо. Температуру не надо. 140, 150 градусов. И пусть постоит. Вот как работает хороший тандыр. Я перекладываю остатки угля и дров в поддувало.
удаляю их как можно дальше от ребрышек. Они еще будут выделять тепло очень долго, будут поддерживать тандыр в горячем состоянии. Более того, эти угли станут источником тепла, чтобы тлели и дымили брикеты и стружки. Да, мне необходим дым в тандыре, но можно положить их, разумеется, на уголь. Они сгорят очень быстро, дадут черный невкусный дым. Я положу их этажом выше, на решеточку. Закрываем дверцы, прикрываем поддувало, но немного воздуха оставляем, чтобы ни уголь не потух, чтобы брикетам было из-за чего дымить. Но есть у меня еще одна решетка. Эта решетка будет тоже создавать дополнительное препятствие для инфракрасных лучей, которые идут от угля. Мне нужен только умеренный жар и дым. Все будет хорошо. Сколько времени, сколько минут должны простоять ребрышки, чтобы они получились идеально готовыми? Я не знаю, но это мне подскажет термометр. Я доведу температуру внутри ребрышек до 72 градусов. Это будет самое оно. Может быть, уйдет час, может быть, уйдет 2 часа. А какая разница? Куда торопиться? Мы сейчас тандыр обложим влажной тряпочкой, чтобы запах не терялся, чтобы дымок сладкий остался внутри тандыра и поработал вокруг ребрышек. И накрываем крышкой. Ох, крышка тоже горячая. Надо было перчатками брать. Надо аккуратнее. Все, пусть стоит. Ждем. Я вам потом всю правду скажу. Сколько минут коптятся ребрышки при температуре в тандыре 150 градусов. 72 градуса. Пора открывать. Пора посмотреть, как они там, ребрышки. О, какая красота! Но это еще не все. Погодите, ребрышки ждет еще одна операция. Вот в этих пиалах уникальный продукт. Это фруктовые упаренные пюре. Здесь слива, а здесь алыча. Если этим пюре смазать мясо, да еще раз поставить его в тандыр, то получится очень вкусно. В этих пюре нет ни грамма сахара. Они скорее кислые, чем кисло-сладкие. И это будет очень хорошо сочетаться со сладковатой ягнятиной. И с другой стороны, разумеется, и понесли обратно в тандыр еще минут на 15, чтобы эта смазка присохла к мясу, карамелизировалась. Ну а теперь накрываем и до победного конца, пока аппетит не придет. Прошло еще минут 20. Пахнет невероятно вкусно. Все, терпеть невозможно. Я сейчас сам в голодный обморок упаду. Ох! О, какая красота! Чудесно! Пошли на стол, пошли к доске. Необходимо же еще и красиво разделать, красиво подать. Одним ножом здесь не обойтись. Здесь прикоснуться что ножом, что пальцами просто невозможно. Все
под пальцами сразу разъезжается в разные стороны. Посмотрите, чудо, а не ломтик. Вот это жирненький мне, хорошо? И сок бежит. Вот это жалко. Ой, как это жалко. И из жирненькой почечной части еще по 2 кусочка. Мясо простояло в тандыре 45 минут, а после того, как его помазали соусом, еще минут 20. И оказалось, что оно более чем готово. Ну а теперь картошечка печеная. Кто же откажется? Вот это вот я вам скажу. Ужин достойный настоящего мужчины. Приятного аппетита, молодые люди! Дорогие друзья, я очень люблю свою работу. Многие познакомились со мной именно в качестве телеведущего. Я много лет работал на телеканале НТВ, теперь работаю на телеканале РЕН-ТВ, веду блог в интернете. Но моя главная работа, главный труд моей жизни – это мои кулинарные книги. Видите, сколько я их успел написать? И не скрою, пишу еще, делаю следующую работу, следующий шаг – в свое время, после выхода моей первой книги, которая называлась «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», издатели стали наседать на меня. А когда же ты напишешь следующую книгу? И для этого я поехал в Азербайджан, чтобы, так сказать, сверить часы с азербайджанской кухней, с которой я, разумеется, был знаком, поскольку являюсь этническим азербайджанцем. На основании того моего кулинарного путешествия, той моей кулинарной экспедиции я издал 2 книги. Одна из них называется «Казан, баран», и теперь она называется «И новые кулинарные удовольствия». Первый вариант этой книги был издан в 2010 году, и он назывался «Казан, баран и Дастархан». В прошлом году я обновил эту книгу на 60%. Дело в том, что я тщательно слежу, что люди готовят по моим рецептам. И те рецепты, которые не пользовались популярностью, по которым люди не готовили, я исключил из этой книги. Я обновил фотографии, я обновил тексты. И в результате получил, можно сказать, новую книгу, которая, еще раз повторяю, называется «Казан, баран и новые кулинарные удовольствия». Это книга о приготовлении баранины в самых разных видах. Баран – удивительное животное. Не будь у нас барана, наверное, история Евразии была бы другой. Бараны и кони вместе с людьми сделали историю этого континента такой, какая она состоялась. В этой книге я рассказываю о том, какие части баранины пригодны для одного использования, какие части бараньей туши лучше варить, какие жарить, какие тушить, какие можно запекать. Одним словом, эта книга достаточно серьезное исследование, серьезный труд. Все начинается с того, как использовать, как разделить душу. Посмотрите. Например, здесь указано определенное название, часть туши. Голяшка целиком и рулька, то есть самой нижней части ножек. Что с ними можно делать? Что можно приготовить в случае, если барашек молодой, если барашек зрелый и если барашек старый?
Если барашек молодой, то можно жарить. Если барашек зрелый, то можно и варить. А если барашек старый, то, может быть, лучше потушить. Понимаете? И так по каждой части барана. Но это теория, а дальше начинается практика. Практика удивительная, основанная преимущественно на азербайджанских рецептах. А в Азербайджане баранину готовить умеют очень хорошо, уж поверьте. Начинают, как правило, готовить с потрохов. Вот блюдо джиз-быз с картофелем. Пожалуйста. И здесь есть QR-код. Наводя ваш смартфон на QR-код, вы попадаете на ролик в интернете, на видеоролик в интернете и смотрите, как что приготовить. Хотя и здесь все расписано более чем подробно, хотя и здесь все показано, рассказано очень, так сказать, пошагово. Прям вот каждый абзац сопровождается фотографией. Понимаете? Вот кто-то, возможно, видел подобный ролик в интернете, но есть вот еще и фотографии, есть еще и тексты. И самое важное, что весь материал в этой книге тщательно структурирован. Вы не скачете с 5 на 10, как получается, когда вы смотрите видео. Вы получаете фактически учебный материал. Когда вы читаете эту книгу страница за страницей и рецепт за рецептом готовите по этой книге, вы тем самым учитесь готовить. Блюда очень интересные, очень вкусные. Блюда, которые принадлежат самым разным народам. Вот, кстати говоря, я раскрыл здесь на странице о том, как можно построить и обустроить домашнюю кухню, эдакий храм кулинарии. Вот вроде то, что построено у меня. Одним словом, эта книга, теперь эта книга не просто развлекательное чтение, теперь эта книга учебник по кулинарии, по небольшой части кулинарии, по приготовлению баранины. Но будьте уверены, когда вы освоите эту книгу и приготовите те 40 или 50 рецептов, которые содержатся в этой книге, многие ресторанные повара будут нервно курить, когда услышат запах ваших блюд и когда посмотрят, как умело и как красиво вы научились их готовить. Мои книги, эту и любые другие, можно купить на моем сайте stalik.ru. В названии этого ролика, а также в описании к этому ролику можете прочитать, как написать слово stalik.ru. Я надеюсь, вы не совершите ни одной ошибки, приобретете книги, можно и с автографом. Книги доставляются по всей России, по большинству стран СНГ и, одним словом, везде, куда доходит почта из Москвы, из Подмосковья, откуда я шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.